Мальчик по имени Томас был единственным ребенком в семье Джессики и Джона, и его появление в их жизни принесло им много радости и счастья. Он был забавным и энергичным мальчиком, который всегда радовал своих родителей своим сверкающим умом и жизнелюбием. Его смех наполнял дом светом, а его любопытство о мире вокруг вдохновляло Джессику и Джона. Однако несчастье обрушилось на эту семью, когда Томас заболел тяжелой болезнью и впал в кому, оставив своих родителей в состоянии шока и отчаяния. Для них это был настоящий удар, который перевернул их мир с ног на голову. Джессика, мать Томаса, была раздавлена горем и страхом за судьбу своего малыша. Ее сердце разрывалось от беспокойства. Она проводила дни и ночи у его кровати, молясь на чудо и надеясь на выздоровление, не в силах отвести взгляд от своего сына. Джон, отец Томаса, тоже не отставал от жены и сына, поддерживая их в этот трудный момент, стараясь быть опорой для своей семьи и находя силы в любви к своему ребенку. Неделя за неделей проходила, а Томас оставался в коме. Джессика стала неузнаваема. Она стала агрессивной и закрылась от окружающего мира. Ее глаза потухли от беспомощности и страха. Она начала испытывать неприязнь к своему сыну, не понимая, как такое могло случиться с их семьей. Она винила его во всем, кричала на него и говорила, что без него они были бы счастливы. Джон старался поддержать жену, но сам был раздавлен ситуацией не меньше. Его сердце кровоточило от боли за сына и от безысходности, которая овладела его женой. Он понимал, что им нужно быть сильными для Томаса, но иногда сам не знал, как преодолеть все это. Прошло 5 лет, прежде чем Томас открыл глаза. Когда он проснулся, он выгнал мать из палаты. Врач, удивленный его пробуждением, обратился к мальчику с вопросами о его самочувствии и спросил, почему он выгнал свою маму. Томас взглянул на врача с серьезным выражением лица и рассказал правду. Он рассказал о том, как мать вела себя все эти годы, как она ненавидела его и утверждала, что без него их жизнь была бы лучше. Врач не мог поверить своим ушам, но видел искренность в глазах Томаса. Джессика, услышав от врача о поведении своего сына, испытала глубокий стыд, и ее глаза наполнились слезами. Она осознала, что ее беспокойство и страх превратились в ярость и обвинение, что нанесло рану ее собственному сыну. Решив исправить свои ошибки, она умоляла Томаса простить ее. Мальчик, посмотрев на свою мать, увидел в ее глазах искреннее раскаяние и понимание. Он почувствовал, что в ее сердце все еще есть любовь к нему, и принял ее извинения. Джессика и Томас обнялись, испытав глубокую связь, которая соединила их снова после долгого периода разлуки. Через месяц Томаса выписали из больницы. Он еще не мог ходить после долгой комы, поэтому передвигался на инвалидной коляске. Но врачи заверили семью, что Томас скоро будет ходить, нужно лишь время на реабилитацию. Их история стала уроком о том, как важно не терять веру и любовь в самые трудные моменты жизни, и как искренняя откровенность и принятие могут преодолеть любые несчастья и воссоединить расколотые сердца. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.